Не зря я поставил 2021 год в названии прошлого ролика про рекламу Unity Ads. Год заканчивается, как и актуальность этого видеоурока. А все дело в том, что вышел пакет 4.0.0 для Unity Ads. В последнее время я ее не использовал, а сидел на Google AdMob, потому и не заметил эту новую версию. Зато дорогие подписчики заметили. В последнее время все чаще стали приходить сообщения или комментарии, что код не работает, is-ready не определяется и тому подобное. И после дискуссии в моем Discord-канале с одним из подписчиков я решил проверить свой проект на работоспособность. Собственно, эта дискуссия и заставила меня сделать этот ролик. За что спасибо подписчик с ником из Дискорда, Папхя. Я хз, как это верно прочитать, так что если ты это смотришь, извини, и поправь меня в комментарии под этим роликом. Итак, когда зашел в код, смотрю, вроде все окей. После захожу в сервисы и обновляю версию до 4.0.0. И вуаля, все полетело. Полез в официальный справочник, а там они обновили интерфейсы и прочую шелуху. Бегло пробежал глазами и понял, что они сделали все почти так же, как в Google AdMob. Я не расстроился и решил, что это будет темой для нового ролика, который будет актуален в следующий 2022 год, надеюсь. Также понадеялся и на лучшую интеграцию и стабильность работы. А каков результат, вы узнаете в этом ролике. Охуя, ребят, вы во вселенной Rebel. На своем канале обучаю всему, что умею сам в сфере компьютерной графики и разработки игр. Не забывайте про мои каналы Telegram, ВК и сервер Discord. Именно там я буду отвечать на ваши вопросы по мере возможности. В личные сообщения не нужно писать. Все ссылки в описании. Чтобы не городить новый проект, я решил обратиться к старому. Он все-таки опубликован в закрытое тестирование в Google Play Console, да и интерфейс готов для работы. Кто не смотрел прошлый урок, ссылка на него в описании. Под ним вы сможете найти ссылку на скачивание этого проекта, чтобы в нем и протестировать новую версию игры. Но обязательно перейдите на 14 минуту и 43 секунду, чтобы узнать верную ссылку. Два слова про то, как устроен проект. Кто это уже знает, перемотайте к следующему тайм-коду. Итак, у нас тут все три вида рекламы. Баннер сверху, межстраничная запускается с шансом 30% при клике на шар, и reward при клике на кнопку внизу. Вот так я рассказывал в прошлом ролике. Итак, как будем работать? При нажатии на сферу нам начисляется 1 балл в левое поле с текстом. И с вероятностью 30% будет запускаться реклама с возможностью ее пропуска через 3 секунды. Еще выше у нас будет баннер. Я его поставил вверх, именно по той причине, что игрок будет часто смотреть вверх из-за баллов. И по нажатию на кнопку мы запускаем рекламу без возможности пропуска, то есть будет реклама с вознаграждением. И за это игроку будет начислены баллы в правое поле. Припустим, какая-то редкая валюта в игре. После того, как с проектом разобрались, на шар можно нажать пальцем на телефоне, а в редакторе это не работает, потому добавил такой код в прошлый раз. Сейчас же я его убрал и сделал проще. Включил отображение превью пакетов и добавил в проект Device Simulator. Вот только пришлось от ошибок избавиться, чтобы его активировать. Для этого еще удалил скрипты для кнопки, сделаем другой. Итак, готово. Проект запускается и пока без рекламы. Для тех, кто не смотрел прошлое видео и запускает рекламу в новом своем проекте, нужно сначала зайти в сервисы и создать Project ID в вашей организации Unity. После этого ваша игра появится на вашем аккаунте на сайте Unity. Вот моя организация и вот этот проект с рекламой. Тут вы можете настроить ваши плейсменты под ваши нужды. Обратите внимание на ID плейсментов. Именно их нужно потом копировать в код, иначе ничего работать не будет. Кто не шарит, что это и как это, тогда обязательно посмотрите 2 моих ролика. Я там все рассказываю. Ссылочки в описании. Начнем разбирать рекламу по порядку. Будет 6 этапов. Первый – инициализация SDK рекламы. Дальше – interstitial реклама. Это межстраничная, самая обычная реклама. Rewarded реклама, то есть это реклама с вознаграждением. И баннер. Также добавим еще скрипт для кнопки Rewarded. В прошлый раз этот код работал криво, надеюсь, у новой версии будет работать стабильно. Дальше мы это узнаем. И последний этап – это публикация игры и тестирование на телефоне.
Местами я не буду сухо говорить, что я вот так сделал и так работает. Я это разбавлю немаловажной информацией, а именно то, почему я стал это так делать, а не иначе. Можно сказать, покажу свои этапы размышления. Я думаю, это вам будет полезно, а если это будет лишним, сообщите в комментарии. Я это учту в будущем. Начнем с инициализации SDK. В этот раз, чтобы код не был очень громоздким, так как новый интерфейс добавляет новые методы обработки событий, я сделаю как и в справочнике, а именно разделю все наши этапы на отдельные скрипты. И мне проще объяснить будет, и вам удобнее понимать и не запутаться в этом коде. Потому я удалю AdScore вообще, а скрипт с инапами просто закрою, он нам сейчас не нужен. Первый скрипт будет add-initializer, где мы будем просто инициализировать рекламу и ничего большего. Сверху оставляем только Unity Engine и добавляем advertisement. Дальше будем наследовать дополнительный класс iUnity Adds Initialization Listener. Сразу дропается ошибка, но ничего страшного, нужно просто реализовать интерфейс через правую кнопку мыши. Появляются два метода. Первый вызывается, когда инициализация прошла успешно, а второй, когда инициализация не удалась. Добавим туда просто вывод в консоль. Вверху видим 4 переменные. Первая — это наш ID для Android версии игры, вторая — для iOS версии. Третья — это включение или выключение тестового режима. И четвертая — это переменная GameID, которую будем определять. Потому Serialized Field тут не нужен уже. Для тех, кто не знает, Serialized Field — это свойство поля, которое позволяет переменной private быть доступной для изменения в инспекторе. И последний метод в этом скрипте — это сама инициализация. Сначала определяем наш GameID, исходя из платформы, на которой запускаем. И после инициализируем по двум параметрам – GameID и режим показа рекламы. И напоследок в Awake вызываем этот метод. С первым этапом все. Дальше разберем interstitial рекламу. Для этого создадим скрипт interstitial add и запустим. Вверху оставляем все так же, но наследовать в этот раз будем два класса. Это iUnity Adds Float Listener и iUnity Adds Show Listener. Таким же образом делаем инициализацию двух интерфейсов. iUnity Adds Float Listener создает два метода. Он Unity Adds AddLoader вызывается, когда реклама загружена и готова к показу. А второй, соответственно, когда рекламе не удалось загрузиться и нужно дропнуть ошибку. Заполним методы как в справке. Да, и в любом случае надо что-то вывести, хотя бы когда есть ошибка. Все комментарии оставлю такими, как в справке. К тому же они на английском, что позволяет как минимум одному подписчику понять код лучше, так как он просил делать комментарии на английском, ибо у него не воспринимается русский. Тебе привет, кстати. При необходимости можете для себя их перевести, в этом случае нет ничего сложного. Второй реализует 4 метода. Этот метод обработки ошибки показа рекламы. А остальные три — это начало показа, клик по рекламе и рекламу досмотрели. Если я все верно понял, то он Unity Adds Show Start — это когда рекламу начали смотреть. Только хз, зачем он нужен, потому что мы все равно будем добавлять метод показа рекламы. Если что, поправьте меня в комментарии. Он Unity Adds Show Click, по идее, если пользователь нажал на рекламу, чтобы перейти на страницу товара, который рекламируется. И последний — это он Unity Adds Show Complete. В этом случае просто рекламу посмотрели. Вверху уже 3 знакомые вам переменные, только в этом случае первые 2 — это не GameID, а просто ID плейсментов, которые вы можете найти на странице вашего приложения на сайте Unity. А третья переменная будет принимать значения в зависимости от платформы. В Awake сделаем также проверку. И осталось только два метода – LoadAdd и ShowAdd. Первый загружает рекламу, второй показывает. LoadAdd как бы заменяет старый из Ready, а ShowAdd просто показывает. Ну и как теперь с ними работать, спросите вы? Все очень просто, и все очень копипаст с Google AdMob. Те, кто его юзал, скорее уже все тут прекрасно понимают, а те, кто нет, послушайте внимательно. Итак, начну с того, что все методы реализованы через дополнительные классы, это обработчики событий. То есть они просто отлавливают те моменты, когда что-то происходит с рекламой, любой. Реклама загрузилась, зафиксировали. Рекламу показали, зафиксировали. Реклама закончилась, также зафиксировали и так дальше. То есть это очень удобно и гибко, так как мы можем управлять всеми моментами относительно рекламы. Раньше это тоже было, только тут сделано уже лучше. Дальше следующий важный момент. Теперь просто так взять и показать рекламу не получится.
вы должны ее сначала загрузить, а только после показать. Когда закончили показ, вы должны снова ее загрузить, иначе она просто работать не будет. Давайте сейчас подключим наш показ interstitial к главному скрипту. Для этого создадим паттерн singleton, чтобы обращаться к публичным методам скрипта interstitial add. Создадим публичное статичное поле с типом нашего скрипта и в awake его заполним. Теперь в строчке, где у нас есть показ рекламы, напишем interstitial_add.s.метод показа рекламы. Супер, но она не покажется, потому что еще не загружена. Мы ее можем загрузить в awake с самого скрипта interstitial add, но я сделаю это в старте главного скрипта. Просто напишем, что когда игра запустилась, то мы загружаем рекламу interstitial. Но есть нюанс, мы загрузили при старте, показали и все, новую не загружаем, чтобы потом снова показать. Для решения этой задачи достаточно дописать load add в обработчике onUnity adds show complete. То есть, когда мы закончили смотреть первую рекламу, мы сразу же загружаем вторую. И когда показываем вторую, то после загружаем третью. Ну и так дальше. Давайте проверим, как работает. Кинем скрипт с инициализацией и рекламой на add_score объект. Заполним все нужные поля. Так как я на iOS тестить не буду, потому заполню нулями и включу тест режим. Теперь запустим игру и попробуем нажимать на шарик для запуска interstitial рекламы. Все работает, супер. Теперь разберем rewarded рекламу. В справке есть код только для кнопки, то есть кнопка доступна, если реклама есть, или недоступна, если ее нет. Но это разберу чуть позже. Не буду тратить время и сделаю похожее действие, как с interstitial, и вернусь к комментариям, когда действия уже не будут такими же, как ранее. Тут все то же самое, такие же обработчики событий, такие же методы загрузки и показа рекламы. Отличие тут только в onUnity adds show complete. В interstitial мы просто загружали новую рекламу, а тут мы даем игроку награду. Отсюда как бы и тип рекламы rewarded. Мы тут проверяем, если placement это reward и реклама completed, тогда даем награду. В моем случае это просто метод из главного скрипта. И после загружаем следующую рекламу. Вместо completed мы можем еще поставить skipped, то есть реклама пропущена. Если вам это нужно, просто добавляйте новый if. В моем случае это лишнее. Сделаем singleton и загрузим первую рекламу тоже через главный скрипт. А чтобы запустить саму рекламу, достаточно кинуть обработку события onClick у кнопки на показ рекламы. Все, теперь проверим. Я не знаю, почему очки добавляются будто по геометрической прогрессии, когда должны только по одному, но это скорее всего в эдиторе, так как в самой игре при тестах у меня все было окей. Хочу напомнить, что если вы зайдете в Package Manager, то увидите старую версию, при которой мое прошлое видео еще актуально. Тут стоит значок Verified, то есть проверенный, а 4.0.0 можно установить только через сервисы, после чего в Package Manager будет уже эта версия, но значка проверки нет. Кстати, таким образом вы сможете пока откатиться по версии назад, если не хотите использовать 4.0.0. Rewarded можно закончить, но сделаем еще отдельный скрипт для кнопки, про который говорил выше. Кто смотрел прошлый ролик, поймут, о чем я, и вспомнили, что там работало все не очень хорошо. Сейчас я реализовал код из справки и сделал его рабочим, но не без потраченных нервов. Удалим из add_score прошлый скрипт, он нам пока не нужен, и из главного скрипта уберем строку с загрузкой рекламы. Итак, покажу сразу весь код, так как он почти такой же, как и прошлый, но с дополнениями относительно работы с кнопкой. Поехали сверху вниз по изменениям. Шаблон Singleton не использую по причине того, что мы запускаем рекламу с кнопки. Вверху нужна ссылка на ту кнопку, с которой будем запускать эту рекламу. Дальше в Awake добавляется строка со свойством Interactable для кнопки.
Мы изначально делаем ее недоступной, так как реклама еще не загружена. После в старте загружаем рекламу, это будет первая загрузка нашей рекламы. Потом идут все такие же методы для обработки событий, как и в прошлом скрипте. Остановлюсь только на обработчике onUnity_AdSetLoader, то есть когда реклама загружена. Тут кроме вывода в консоль дописываем код, который будет делать нашу кнопку активной, так как реклама загрузилась. Потому можем ее показать. Ну и в методе показа сделаем кнопку сразу неактивной. То есть мы начали смотреть рекламу, и кнопка станет неактивной, так как новая реклама еще не загрузилась. И в самом низу добавим код, который будет очищать все листенеры, если кнопка удаляется. Давайте посмотрим, как это будет все работать. Для этого есть два пути. Или кинуть скрипт сразу на кнопку и туда отдать ссылку на эту же кнопку. Но я кину скрипт туда, где и другие. А ссылку на кнопку просто перетяну в нужное поле. А в обработке onClick добавлю метод showAd. Если кнопка будет с галочкой Interactable, то есть доступной, то метод showAd запустится, иначе происходить ничего не будет. Запускаем и проверяем, и бум, кнопка не активна. Я подумал, что снова какой-то трэш, как и раньше, но когда нажал в режиме Play Mode на Interactable и посмотрел рекламу, то заметил, что после она стала снова активной. Значит, код с загрузкой рекламы и активацией кнопки все-таки работает верно. Тогда почему в самом начале не получается это? Подумал я и решил, что возможно не хватает времени на загрузку всех сервисов или тому подобное. Потому я решил добавить самую простую карутину для первой загрузки рекламы через какое-то время. Поставил 1 секунду. Бам, и все загружается, и дальше работает. Почему сразу не хотела, я без понятия. Кстати, кто смотрел мой прошлый ролик и говорил, что кнопка не активируется, попробуйте этот же способ. Я думаю, он должен сработать. И напишите на сервере в Дискорде или в комментарии под этим роликом, получилось это у вас или нет. Самому интересно. И да, кто подумал, чтобы запускать рекламу не в скрипте, а через синглтон запускать извне, как это делали до этого, то нет, это тоже не работает, я проверял. Так, с ревордами и швабордами закончили и переходим к последнему типу рекламы, это баннеры. Код глянем по частям. Вверху вам все знакомое, но добавляется поле с выбором позиции баннера. Потом глянем варианты в инспекторе. Кстати, в справочнике написано вот так, но таким образом баннер у меня работал некорректно, потому укоротил. Дальше в старте поставим баннер туда, где указали. Также мы будем тут загружать его. Дальше методы для загрузки и показа баннера, как делали с другими типами рекламы. И также добавлю все обработчики событий. Да, кстати, именно баннер не наследует никакие классы. Обработчики следующие. Баннер загружен. После загрузки сразу показываем баннер с ошибкой, нажали на баннер, показали его и спрятали. Также дополнительный метод для того, чтобы спрятать баннер. Он полезен как минимум в двух случаях. Первое — это игрок купил отключение рекламы, а второе — это баннер на каком-то этапе игры мешает или не нужен, потому спрячем. Обратите внимание, что методы highBannerAdd, showBannerAdd и loadBanner у меня публичные. Это для того, чтобы их можно было выбрать из инспектора для события onClick или обратиться через синглтон из другого скрипта. Если вам это не нужно, как и мне сейчас, то можно поставить private. В справке про баннер все методы приватные, а вот во всех остальных типах рекламы все методы у них публичные. Я все оставил как у них, но если вам важно различать в коде публичные методы и приватные, то можете поставить все обработчики событий private. Да, если вы вообще не будете запускать методы извне, то можете поставить абсолютно все private, так будет даже более корректно. Давайте проверять. Скрипт кидаем куда нам надо и меняем положение баннера. Запускаем, и баннер есть. Хорошо, но не отлично. Потому что мне понадобилось билдов так 5, чтобы заставить баннер хорошо работать на телефоне. Сначала он просто не показывался, и я экспериментировал с разными видами загрузки и показа рекламы. Результат был 0. Потом подключил телефон к отладчику и посмотрел консоль работы телефона. Обнаружил следующее. Все рекламы загружаются окей, выделил зеленым, а вот баннер оказывается с ошибкой.
Я пробовал решить проблему, но, как понял, это уже баг этой версии рекламного пакета. Так что если смотрите видео, когда еще 4.0.0, это максимальная версия, то, скорее всего, у вас будет такая же ошибка. Спустя несколько часов тестов и мозгового штурма я решил попробовать такую же карутину, как и с ревордом. И как думаете? Заработало оно. Я уже подумал, может, я чего-то не знаю, а то чего оно вдруг работает не сразу. Вдруг кто-то из вас знает ответ на этот вопрос, напишите в комментарии. Но думаю, что и этот способ тоже хороший. Кстати, один из способов, которым думал решить эту проблему, это установить очередь загрузки скриптов. Она находится в Edit Project Settings Script Execution Order. Тут я добавил нужные скрипты и установил очередь. Скрипт, что выше, будет загружен раньше. Это нужно для того, чтобы решить моменты с ссылкой на объект, который еще не загружен. Например, у вас есть два скрипта. Один из с синглтоном в awake, а второй ссылается на этот синглтон тоже в awake. Если первый скрипт загрузится первым, тогда ошибки не будет. Если наоборот, тогда будет ошибка с обращением к пустому объекту. И при каждом запуске этот порядок случайный, а в этом окне мы можем указать так, как нам это нужно. Загрузка скриптов идет сначала по всем awake, потом по всем стартам и так дальше. Но это я так рассказал, как небольшое лирическое отступление для общего развития. Ну и последний этап — это загрузка в Google Play Console и тестирование. Как загружать, вы сможете найти на моем канале или по ссылке в описании. А я уже загрузил, и вот перед вами билд с Play Market. Баннер и кнопка с ревордом загружается через 1 секунду. Также Interstitial работает хорошо, то есть все типы рекламы пашут. Что ж, на этом немалый ролик подходит к концу. Все скрипты можете найти по ссылке в описании. Качайте и используйте на здоровье. А ваше спасибо — это лайк и подписка на канал. По желанию также на Telegram, ВК и Discord. Все ссылки вы знаете, где искать. Спасибо, что досмотрели, надеюсь, вам понравилось и у вас все получится. По любым вопросам пишите в комментарии или в Discord, только там отвечаю на ваши вопросы. Аригато, с наступающим и до новых роликов!